Добрался я вчера до Лени, потому что там, когда начал уставать, там что осталось километров 50, наверное, плюс-минус. Посмотрел, там, доехал до Лени, уже было, наверное, что близко к 10 вечера. Яркость всех этих освещений, светофоров и так далее просто ужасная. Ну, может, на контрасте. Но было очень долго светло. Наверное, там последних минут 20 я ехал уже, когда темно было. То есть там до 9 вечера светло. Спина, конечно, так себя добивает, когда как. Ну, в общем, тусю на балконе, на солнышке. Оно прогревает, становится лучше. Вот такое. Да, перелил я немножко масла в двигло. Сходили, купили шприц. Самый большой, что был в аптеке, 20 кубиков. То надо будет вечером, когда народ не будет тусить, немножко через щуп этого масла вытянуть из двигателя. Потому что начал продавливать уплотнители, когда в горах ехал. Ну и вообще нездорово перед этим. Да, завтыкал сказать. GoPro вчера за ночь и половину утра сегодня успешно сливал футаж с одной карты. Сейчас сливает вторую карту, та, которая была первой, на которой, в общем-то, первая часть дороги, что там была, Польша, Чехия, Германия. По-моему, в Германии я переставил карточки. Соответственно, сейчас там залит конец Германии, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария. Закончит сливать вот эту первую карту и позаливаю все на YouTube в roll плейлист. Тоже unedited. Просто как едется, что снимал. Потом когда-нибудь буду это все нарезать после возвращения. Да, пошло. Куда-то мы сегодня едем. В Морж. Морж, вот. На могилку. Кодри Хёбберн. Вот, короче, сейчас топаем до этого, до трейн-стейшена. Вот там прям еще батарея полная, вообще зашибись. И опа. Вот так, короче, все это безобразие выглядит. Надо, наверное, будет выключить потом передний экран и диодик, чтобы народ не стребать. Думаю, народ привык уже к этому. Короче, вот так выглядит Train Station. Вот там вот где-то внизу. За лисом. Да, да. И это, как его, спальный район, получается, Женева. Да? Очень спальный. Офигеть просто. И тишина, там птички поют. Там сзади где-то гора видна. Ну, ее потом покажем. Да, потом на нее позырим. Вот такое. Что там, есть время? Еще вовремя пришли. Вообще отлично. И все, типа, спуск в подземелье. В подземелье за 2 миллиарда долларов. Так, вот, в общем-то, стоим на вокзале, как в метро, грубо говоря. Да. Станция городской электрички. Ну да, но совершенно непонятно, когда до такого дойдут. Хотя сейчас эту заходнюю перестраивают, то походу что-то такое будет. Плюс-минус. Ну и выкопали, потому что еще там 5 лет назад не было вообще ничего. Выкопали по-новому. Вообще зашибись. Это не наш. Наш это. Так. Как наши СКМ-ки вообще. Я удивлен. Этот идет в непокорную станцию. К французам, что ли? Французскую. Анамас. Непокорная станция французов. Да. Успел. Этот Джонсон, посмотри на смешение воды. Успел, не успел? Наверное, посмотрим. В этой точке сливаются две реки. Угу. Одна идет через копальни, поэтому такого мутного, грязно-молочного цвета. Другая чисто из озера. И они в некоторое время вообще вода не смешивается. Вот они идут такая, знаешь, небесно-голубая вода, и рядом идет такая грязная. И они не смешиваются. Жесть. Так, это надо сегодня порезать ту карточку. Приватовскую. У меня сегодня последний день. Не знаю, как им по приколу жить, когда у них прямо перед лицом проходит все время электричка. Не думаю, что по приколу, потому что здесь это далеко не самое важное мероприятие. Ну да.
блядь, этот троллинг Credit Suisse. Это вообще бомбезно такой. На Женевское озеро вид. Где-то там будет. Блин, сейчас застройка пошла, как раз как я включил. Наверное, где-то с этой стороны ехал, я так понимаю, да? Наверное, Черников. Не, ну низом мог проехать, с той стороны этого Женевского озера. С той стороны? Не, она через Францию. С той стороны там и горы, и все, это 100% не с этой стороны. Нет, про первый раз, когда я прокладывал маршрут, я как раз с той бы стороны заезжал. Типа под озером, с южной стороны. А сейчас, типа, когда забил на все эти достопримечательности, типа, давай по прямой. Не, так лучше намного. Потому что там и дорога такая, какая, Франция. Как Франция, это же не нашел так вот подходит к Женеве, типа. Вот оно что. Где-то 30% Женевского озера, он под Францией. Вообще занятно. То есть я бы там въезжал бы во Францию и потом выезжал бы. О, вот оно, наконец-то. Да, вот по этой дороге я и тулил. Вот это. Дорога наполовину велосипедистов. Они как-то сделали великое велосипедное турне. Ага. Ты можешь из Женевы вот так по вот этой дороге доехать до Неона. Это даже не следующая, а через эту станцию. Пересел на паром, перебрался на ту сторону И домой. И потом через Францию поехал 52 километра. Прикольно. Это да. Ну, прикольно, конечно, потом в туалет больно ходить, от велосипедного. Я вот не понимаю, раньше, блин, седухи были нормальные, удобные, мягкие, там на Украинах стояли, широкая, мягкая седуха, блин. Что сейчас ставят вот такую, блин, тросточку, типа. Тросточка и типа поджогник ты себе, короче, пакуй в эти штаны, блин, велосипедные штаны. Че, приехали в Морж. Пишется, конечно, вообще ржачный городок, типа Моргуэ. Вот это, получается, вокзальная площадь. Типа старый город какой-то, да? Это просто город. Это просто город. Нет. Ой, извините. Ничего нету. Это просто город. Единственная пешеходная улица. Вон та самая известная церковь. Ага. Непонятно, чем она известна. Потому что она, наверное, единственная. Потому что она единственная. Да. А мы сейчас идем пить горячий шоколад. Отличный план. Стрит-тема с флагами вообще полно. Это флаг города, по-моему. Ну, наверное. То есть тут флаги вешают и города, и кантона, и конфедерации. Угу. Вот, ничего себе. Здесь Одри Хэбберн женилась, вышла замуж. Ты понял? Вот так вот. Поэтому умерла от ничего. Но на могилку не пойдет. О, там впереди озеро. Прикольно. Да. Либо налево, либо направо. Там бастион какой-то. Не, вот это, ну, в любом случае приходить. Да. По-моему, налево. Вот это вообще лютые велики такие. Карвелла. Стоит денег вообще. 2000 стоит. Жесть. Уже еще и электро. Ну. Да. Place du Casino. Давай казино. Угу. Сейчас это просто. Сейчас надо посмотреть. Бальзак работает или нет? Блядь, извините. Диманши. Диманши, Атлинги. Раньше уже, да. Ну, наверное, Ну, в следующий раз. наверное, что-то с бизнесом пошло не так. А я вон смотрю, вон ГС стоит синий, гусь Второй, который. второй. И вот это 1250, судя по размеру. Потому что он на дохрена больше, чем тот, что мы там видели. Офигеть просто, блин. Это типа топ линейки. Раз больше, чем у тебя объем? Да. Офигеть. 1,25 литра, блин. Машин не так много. Как бы там в 50-е, 60-е у машин были двигатели там 0,7 литра европейских, 0,8. Да. На 4 колеса и тонны веса. Ага. Или из это какая-то там, наверное, на полкубика, ну, на 500 кубиков.
Или вон вот этот маленький корчик Daihatsu. У него, наверное, двигатель даже поменьше, чем у того мотика. Ты думаешь, типа, блин, ну, как бы 1,25 литра, ну куда, типа? Ну, да, куда и зачем, и кто знает. Отель Монблан. Даже это здесь, это Монблан находится где-то поблизости? Там где-то там. Мы бы его видели отсюда, но вот видишь. Ага. Вон далеко, он это. Нет, потому что тут отель Монблан. Потому что видно Монблан. А. Монблан же во Франции. Вот оно как. Да, всякой фигни летает много, конечно. Думаешь, у них тут тоже есть проблема парковки яхт? Да, по всему возят. Жесть. Все забито. Турасьоны, блин, яхту не можешь купить, потому что негде паркануть, блин. Ну, проблема, да? Да. Если, конечно, что тут намного меньше манечка у бабу губы надувать. Но те, которые с надутыми идут, это просто жесть. А ты видишь их и сразу говоришь: слава Украине. Что в Варшаве эта манечка просто жесть. А в Жабке одна работает полька, вот такие он, да. Ой, блин, как утка. Вот реально, знаешь, я не понимал, что утками называют. Да. Реально, она, походу, после какого-то очередного забега, когда ей обкололи, стоит типа на кассе, и реально вот утка, блин. Такая, блин. О, цветет что-то розовеньким, прикольным. Яблочки, наверное, какие-то. Ну, и будут яблоки. Да фиг его знает, что это может быть. Райские яблоки. Но... Это Таня рассказывала как-то. Стойте, вы не мешайте. Все нормально. Да. Таня рассказывала как-то. У нас какой-то... Ну, девочки там с Курсов или откуда вы из Украины. Пошли погулять по старому городу, а там райские яблочки. Как раз поспели. Ну, она говорит, ну, типа, вон райские яблочки. Она такая, фига, типа, полезла туда, давай их рвать, типа. Смотрит, вот а что, их есть можно было? Наверное, как-то так и размышляет. Écoute-moi, nous on peut reprendre nos voitures, ce que je te propose. Судя по количеству людей, там все-таки есть какой-то. Ну, походу, он что-то резерва на регату. Может, регата какая-то будет? Не, это просто... Сейчас. Они летом стоят. Типа какой-то кипиш в парке. Ну, тюльпаны. А, отлично. Ну да, конечно, на машине вообще не вариант ездить. Моток это тема. Или типа общественный транспорт. Потому что на машине в вафле. Я согласен. В Украине нет особых проблем с парковкой, как на это посмотришь, что это просто жесть. Потому что подключенного спейса больше, чем спейса дорог. Сейчас будет 5 размеров больше. Да. История для тюлип. Фэт для тюльпы. Ну как вкусненько пахнет. А это по-любому дико, блин, нездоровое. Чувствуется жженый сахар. Во. Вот считай, в Голландии побыл. А, Смотри. Если себе колокольчик этот, знаешь, куда засунуть? да, вообще как бы. Да, пошли. Ой, это
Голландии есть вот этот Ага. тюльпан, Крекинтов, который открытый в Голландии все годы туда вот эти все. Ага. Чувак, выглядит точно так же, только людей больше. И все. А ты что, астр, что ли? Или тут такие волохатые тюльпаны? Это все тюльпаны. Офигеть. Это всё тюльпаны. Прикольно. Да. В этом вроде не подписывался, да? Такой, как называется. Типа какие-то таблички стоят, но... Секвойя. Да. Вот это вот фигня, которая не сейчас попалась. Станцуем? Бля. Знаю, типа заморочка, что там фигурки крутятся, да? Заморочку там перфокарту сделать. Но и крутить не надо. А вот еще вот по тропинке, потом вдоль озера назад и вот так. Офигенные большие такие. Да, казалось бы, что там тюльпан, да? У нас, как обычно, были красные там с желтой серединкой и желтый, да? И Красной серединкой. с красной серединкой. Не, вон, есть подписанные, да. Дон Кихот и династия. Их два раза. Ну. Даже здесь было что-то подписано, но ненадолго. Наверное, может просто убирать за собаками. Это да. Прикольное дерево. Смотри, какая, блядь, ветка. Вот, извините, Ну да. И ровная. ровная ветка. Мета секвойя. Да. Щина, все понятно. Китайская. Китай. Поэтому так работает. Но, блин, все равно есть запах моря. Скажи. Угу. Хоть оно и не соленое. Да, это какие-то водоросли. Это какие-то Во, вот что-то, вот, точно. что-то другое. Водоросли. Ну, соль. Водоросли, походу, и дают весь этот аромат. Ну, да. Не очень. Не очень. Ну, туман. Туманно. Туманно. Can I help you? No? You okay? Не-не-не, он сейчас перед телефоном убежит. Неужели это Celui-là qui l'a fait tailler le plus long. Attends, je vais prendre un peu. Это мушки? Да, знаешь, наверное, следующий степ таких селфи, это ты фоткаешь на свой телефон, переливаешь и удаляешь. Чтобы они не очковали, что с телефоном убежишь. Там не бегать, спина болит. Там, походу, та бабка с деткой быстрее догонят, блин. Еще мой телефон. Ой, да. Да. Курос Крэпес. Чебуреками пахнет. Не, это что-то жареное масло, это чурос. Чурос. Блин, я по-польску теперь все время читаю. По-польску CH это Х. Жесть как сбивает, конечно. Короче, сладкое тесто, Ага. жареное в масле. Как пахлава, что ли? Тесто немного другое. Ну, типа, принцип примерно такой. И везде эти волынчики. И походу они как бы выходят просто потому, что им по кайфу, да? Ну да. Они, денег не берут. да нет, не, ну там типа стоят эти мерси, собирайки. Такой себе бизнес-проект. Да? Ну да. Работает только когда это парк открыт. Не, ну походу выходит больше, потому что им по кайфу, чем блин, заработать, как это у нас обычно происходит. Как-то стритфуд так себе пахнет, блин, как по мне туалетом пахнет. Как-то, блин, удивительный. Ой, блин.
Вот на гидропарке в мужском прямо то же самое было. Что-то как-то не особо, знаешь. А, ну, кстати, да. Да, вот он, Кинг Трон. Но тут не пахнет. А там пахнет. И как тебе Фет де ля Тюлип? Не, прикольный парк, конечно. Наверное, Тане понравилось бы, она потом, наверное, с каждым тюльпанчиком бы фоткалась. Ну, у тебя большие вообще бомбезные. Такой, блин, прям аж вот такой вот. Сколько там, наверное, сантиметров 12 у него лепесток был. 12-15 аж бегом. Ну, конечно, летючей всякой фигни полно. Поверху будешь смотреть. Да. Хочешь, на холодном камушке можно посидеть? Не, вообще такой себе план. Вот эти, смотри, такие волохатые. Они обижены на меня, потому что они не вошли в инсталляцию парка. Но все равно, как видно, есть заботливые украинские дети, которые отрывают им все лепестки, чтобы они не мучились. Не, ну да, блин, конечно. Любит, не любит, сдох. Русский суржик слышится, конечно, намного больше, чем ожидал бы вообще. Потому что АН. Ага. Что-то, ну, для АН на какой-то он сильно простой тачке приехал. Даже не АМГ, блин, а такое, типа, ну, Мэрин и Мэрин, типа. На пособие, походу, приехал. За пособие. Да. За пособие. В этот кантон, потом в следующий. Ну да, ну как бы, надо же везде успеть. Бабай рассказывает, у них, типа, если куда-то выезжаешь, то, типа, надо сообщить, что я там на 3 дня выезжаю, типа, пожалуйста, там, холдите выплаты. Но в то же время... Выплаты нет, выплаты не останавливаются. В то же время там есть, типа, как отпуск. Я так понимаю, что, типа, холдите, если перекрутил этот отпуск. Типа, ты сообщаешь, что ты вот поехал в отпуск на 3 дня. Ну да, ты же беженец, от страны сбежал. Ну да. Очень нужный отпуск. Это да. Дайте мне пособие. Ага. А? Пристань. Как остановка. Да. Да, прикольно. Да ладно. Какая невоспитанная собака-то. Так, где Монблан? Вон он, 44. Да. Да, вот там, за облаками. Ну, короче, Монблан, типа, на картинке видел. Да. Не, я видел фильм про Монблан, они там лазили. Мишина Аккомплишд. Прикольно, они пальму посадили в такой маленький кусочек земли. Но странно, что не разрушает. И Собакин все спит, типа, как вообще не... Да, вот так вот. А то что за судно такое лютое? Ну, постоянно стоит на причале. На якоре. Угу. Да, конечно, насекомых полно. В Голландии тоже или их там всех ветром сдувает? Нет, это сезон такой. Это сезон, потому что все цветет. Ну да, да. Только проснулись, новый выбор. Они летают. То есть много, но не часто. Угу. Мне вот это вот здоровое тумба вот так нравится. Потому что они высаживают здесь постоянно что-то новое. Не то, что они тюльпаны здесь посадили уже следующего года. А через месяц они снова высаживают что-то другое. Было постоянно, постоянно всего круглый год. Да, прикольно. Все за деньги налогоплательщиков. Ну, как бы да. Тут не кепка, тут очки нужны. Угу. Хотя кепка тоже помогает. Тетя фоткает это самое, знаешь, Ага, этот кормушка для насекомых. домик. Ну да. У нас называется... А, ну да, домик для овадов. Овадов? Угу. Насекомые овады. Вот откуда овод пошел. Наверное, фига тут вообще их сколько. Ага. Что-то им там понравилось. Сирень, походу, Ой, ну, прет. у меня на балконе растет. Ага.
Походу их сирень прет, она же пахучая, сладкая. Это вроде не медоносов. Так кровососущих. А сахарка-то хочется. Вон, видишь, как мороженое защищает. Защита мороженки. Мороженое с протеином. Таблеток или все. Да. И вот так здесь начинается вот тропа, и она вот так вот идет вдоль озера, обходит полностью вот плотно. Ого. Куяк и до Лозанна. Фига себе. Ну, Лозанна вот где-то там. 13 километров никак. Нет, 13 км совсем вряд ли. Тогда 7 км чуть не сдох. В G9-то. Сейчас слушай, Конечно. Это, наверное, даже что-то большее там в сторону Туевых. либо даже висячий кипарис. Да. Еще GoPro умеет писать типа GPS данные, скорость, координаты. Я еще не добрался до того, чтобы узнать, как в общем-то из футажа это вытаскивать. Но как-то это да можно. Типа вроде десктоповой аппликации вроде можно, но я тогда удивляюсь, почему нельзя этой облачной, да? То есть ты платишь за подписку, и облако тебе дает, в принципе, ну очень много чего. Почему тогда оно не дает как бы экстракцию этих данных? Может оно не дает, просто нужно найти как. Либо у них просто отдельный еще платный сервис. Не-не-не. Вкладывается в это. Вроде нет. Потому что аппликация типа десктоповая, она бесплатная. То есть ты берешь себе, стягиваешь, а вот фишечки в десктоповой аппликации платные. Но если ты покупаешь subscription, то тебе все фишки открываются. Тебе вот это и облачный сервис открывается, и все остальное. На ту сторону. Лапки не маленькие, да? Ну да, вон стрибет. Ну да, блин, ну как бы вот, да? Процентов 80-90 ладони покроет вообще легко. Один лепесток-то. Ну что тут прикольно, дорога ровная. Ну то есть без угла, как в Женеве. И офигенно чувствуется разница. Ну то есть по спине. Только в одном месте, только на набережной, чтобы вода скрывалась. Но, блин, там как станция идти, она тоже такая, типа, перепады. А, к этой? Да. Оно из оперы, знаешь, вот эту фигню никогда не заметишь, пока, блин, оно тебе не начнет болеть. Да. Пока жареный петух. Royal Donor. Рояльный кебаб. Королевский. Да. Там в горах офигенно ехалось, конечно. Вот эти все маленькие дорожки. Ты в тех горах не был? Не, не в тех, я оттуда ехал. Ну, там... Это горная гряда Жура, называется она. Через пол Швейцарии. Ну, как бы, в этих конкретно не был, но хотя, когда я буду во Францию ехать, то я так понимаю, я через них буду ехать. Ну, вот там, да. Через них вот там вот свалю. Вот там ехал. И тоже такие, знаешь, лужайки, вот эти холмы такие, чисто ярко-ярко зеленые. Там, где еще нету леса, вот прямо холмистая такая местность. Да, и прямо как из рекламы с Милкой. Да. FIFA и UEFA. Разные просто коррупционеры. Да. Да ладно, даже закусочные закрыты в воскресенье. Все закрыто. Даже закусочные. Это же основной день. Не, ну это не закусочный, это типа цумба. Ужасная мода, конечно. Я такой тоже не видел. Просто ужас. Бухерия. Только сейчас с этой стороны это бушери. Ну, блин, по-польски бухерия.
Вон прикольно, у них там сверху терраска. Прямо с этими. Угу, прямо с деревьями. Совсем. Вообще зачет. Фига себе ты обращаешь внимание. Да вон, блин, вон тоже растения на крыше растут. Фига себе ты обращаешь внимание. Я тоже иногда, знаешь, накатывает, и интересно, особенно если каким-то... Ну, кстати, не важно, не в новом месте, или даже в старом месте, где живешь 5 лет, идешь и смотреть на Да, самые высокие эти Поверху. квартиры, поверху. Как люди И живут. открываешь, да, и открываешь вообще там, свой город с новой стороны. Либерте, патри. Вот видишь, флаги висят. Мгм. Слева кантон, посередине сам знаешь что, и справа это флаг Город. города. Угу. Знаешь, кто это? Ну, рыба. Какая рыба? Слушай, нифига себе. Явно не бычок. Не бычок, но близко. Окунь. Бывает. Че, барбершоп XX? Это да, это мощно. Барбер XXX. Вот это я понимаю, как это. Как называется? Клинскин? Ага. Нам налево. И потом сразу направо. Мне нравится этот городок, он вообще, то есть мне вообще фигню. Ага. Я же говорю, если на велике сюда можно доехать, то Ну да. чтобы это время приграть. Ну, прикольно вот этот спуск к озеру. Угу. Просто помню, что назад тоже возвращаться. Что тут сделаешь? Да, парковки, конечно, просто. Я не уверен, что это парковка. Ну, там что-то линия какая-то размечена была. Напротив полиции, надо иметь кухонос. Ну да. Амберге де Шатау. А был уже Дешато. Все 6. Этот. Постоялый двор при замке. А, Фига себе, откуда я это знаю? Офигеть. Это типа замок, как ты понял. ну да, похож. Мне очень нравится вот этот фото-выход из него, потому что там направо-налево ходишь, есть? Угу. Вот это как будто выходишь в само озеро. Да. Хоть один раз водички из фонтана попей. Да туда хрен дотянешься. Вот. Вот. Melting pot. А ну на герб посмотри. А, такие лёвы типа накуренные. Это вообще прикольно, конечно. Вид на весь. А вот это, честно, что ты знаешь, это не фонтан, это бассейн для ног. Ага. Прикинь. Да. Садишься вот так, ноги туда, Типа в жару вообще зачет. и потом туда вниз. Поэтому если надо фоткаться или шопать. Прикольно. Очень удобный сувенир. Ну, как бы компактный, но тяжелый, конечно. Но компактный. Не знаю, ну что-то мне в Женеве магнитики как-то не зашли. Какие-то они были очень-очень говнистые. В Праге, даже в Праге был выбор побольше и повеселее. То есть, да, там типа какие-то стандартизированные мотивы, вся фигня, но... Ну, в принципе. Ну, да, Ломается, такое. Потом берешь в холодильник с этой самой, с Стеной всякой херни. вот как у меня, там сверху доска, и все. А, не-не-не. Интересно, в дождь оно сильно скользкое? Нет. Нет? Это же не на фабрике Мельченко сделано. Угу. Киевская. Да. Как они первый год сделали скользкую, а потом перепроложить, потому что невозможно пользоваться.
блошиные рынки, все такие. Ага. Бабай говорил, немцы очень дико прутся по блошиным рынкам. В Амстердаме тоже очень часто это было. Но ты вот видишь, ты понимаешь, что ты покупаешь вещи мертвых людей. Ну да. Знаешь, взрослых Ага. и их вещи просто выставляют вот так вот, потом оптовики это все скупают и Ага. базару выставляют. Ну вот, как бы тоже вопрос. Хотя можно, если там чем-то увлекаешься, что-то ковкой какой-то, или еще там что-то, то можно найти какой-то раритет. Сторч, как бы коваль, блин, он же ковкой занимался, то он может любой раритет сделать. Получше оригинала. Посмотрим на кафе мороженое, если был один мороженое ел мастер, Ага. Не. что мы сюда идем? Ну, блин. Фиг его. Не знаю, знаешь, какой-то момент просто вот мороженое просто отсекло, типа вот как бы. Оно есть, ну и хрен с ним. Когда гамма стоит. С окунем на щите. Он такой, типа, смотрите, я окуня поймал. Все видели, да? Все видели. Давай. И ты письку еще смотри. Не, вообще не хочу. Наступило такой эффект, типа, блин, что все впадло, там пойти поспать. Сейчас да, сейчас можно седативно закинуть. Ну, Если еще любой вариант заведения зайти. блин, нужно. Мы сейчас поезд сядем. Ну, не знаю. Саня рассказывал, типа, вот как они только приехали, та семья, которая их приняла, говорит, так, вы только приехали, вам там надо же вещей всяких. У нас такая тема, типа, блошиный рынок, все. Говорит, мы туда приезжаем, такие, да, блядь, старье. Старье, типа. Ты под запись говоришь, или нет? Ну, а как? Так оно и есть, и что? Старье, оно и есть старье. Кого-то оно прет, хотя, с другой стороны, подумай, да? Себе притащить в дом какое-то старье, которое стояло там у кого-то 40 лет в хате. Ну, нафиг надо. Да, все есть. Да. Как спина? Все нормально. Не, на подъем всегда веселее, чем на спуск. Но как раз больше эти мышцы разогревает. Я помню, всегда на этой лестнице останавливался, я помню, что он такой будет. Типа надо передохнуть. Постоянно. Ты матч. Какая, блин, нахрен армия, блин? Чувак, это еще вообще фигня. Вот. Я не знаю, как там Сторч вообще держится. Как он там еще вот это бегает, куда-то перемещается, кого-то таскает, блин, снарягу всю таскает. Че, они фуникулер не могли поставить? Тут же перепад высоты метров 20. Ты знаешь, он, по-моему, даже какой-то лифт там есть. А, вот это. Ага. Я сколько раз не пытался на нем проехаться, но ничего не работает. Пока мы не забываем, я предлагаю даже, может, посидеть. Да, вообще план норм. Самая моя любимая лавочка во всей Женеве, во всей Швейцарии. С видом на Это функционал. эти, как их, краснокнижные? Ландыши? Не, что другое. Неужели это, Лава? ну, интересно пахнет? Да, вроде нет. Не похож? Опа! Уселись. Да, лавочка зашибись. Скажи. Это Саня показывал в Регенсбурге, типа Бирсгаден. Типа вот такой вот садик, в котором просто бухерят пиво. Пьют пиво, да. То есть, ну, конечно, по размеру он поменьше, но концепция та же самая. Он так закрыт домиком, типа, ну, грубо говоря, внутренний двор колодесного домика. И вот так тоже деревца там, и и столики. Деревца и столики. Ты видишь, тихо, спокойно, в воскресенье даже никто не ездит. Угу. Но людей как-то побольше, чего кажется. Ну, наверное, из-за блошиного рынка. Наверное, из-за войны, чувак. Ну, это тоже, да. Наверное, да.
Ты же слышал, сколько наших. Угу, да. Конечно, не так, как в Варшаве. В Варшаве там поляков, блин, услышать сложнее, чем украинцев. Стало. Я это еще в марте заметил. Прошлого года. Вы сейчас вокруг. Ну да. Вот этот вот. Ага. Старый город вот там. Вот там, вот, да. Ну, получается, Ну вот тут, да, вот тут и были. здесь мы пришли. Ну да. Вот это остров кого? Васька Дагана. Жан-Жака Руссо, правильно. И вот это число Юлия Цезарь. Ага. Там, где была основа. Ой, да. Яйца же нет. Опа, лев с сиськами. Это сфинкс. 6. Это что-то они пошли подальше, чем египтяне. Египет с сиськами не был, по-моему. Тоже? По-моему. Что-то я не помню. Кормящий сфинкс. Не видел я такого. На фоточках. Вот в Каире был один раз в жизни. Ага. Когда только вернулся с командировки, 1,5 месяца грузили в пароход водился в Египет. Угу. И вся фигня вместо 2 дней полтора жесть. Угу. И я уже в офисе возвращаюсь, слава богу, кофе. А я конкретно бегал по вагонам, там трубы открылся. Угу. Боже, офисная жизнь, нажимаешь на кнопку, кофе выливается, садишься, тепло, ничего не вкусно. Офигеть. И ко мне подходят, слушай, классная работа по погрузке парохода, все дела. Было, конечно, сложно, но мы победили, все хорошо. Как время, тебе, мы тебя сейчас отправляем в Египет отвезти документы. Я говорю, зашибись, отгрузочный. Ну да. И, ну, хорошо, у тебя же паспорт есть? Ну, да, конечно, да, мы знаем. Вот. А где он? Ну, случайно не с тобой? Да, как бы не нашелся. Ну, короче, давай, дуй домой. Сейчас мы тебе билет возьмем на сегодня на вечер. Прилетаю домой. Быстро собираются, сразу в аэропорт. Приезжаю туда, ночь какая-то дикая. Меня не ведут сначала никто такой. Потом на следующий нас встречает наш сотрудник. Едет в банк, сдаю документы и все. Потом фух, все. И назад, да? То есть на одну ночь. Да, вообще зашибись. Зашибись премия, да. А можно и деньгами, что ли? Ну да. Ну ладно. Мне говорят, у нас еще есть 2 часа. Типа, свободного времени. Выбирай. Что ты хочешь делать? Давай там ковры, не ковры, какие-то, ну, посмотрим, купить, ну, скупить у меня сейчас как бы проблемы, но, но что-то посмотреть, да. И попросил отвезти меня на пирамиду. Там, где в Москве, я один раз только увидел. Самое яркое впечатление было, когда возле этих пирамид всякие эти арабы помогают свои услуги, все дела. И один тоже мне говорит, давай, гид, travel гид, там что-то даже по-русски, И тут я, знаешь, вижу, у него из-за спины бежит полицейский, пишу, и такой достает дубинку, и думал себя, сейчас всем достанется. Я аж присел. И он его по ногам, тот на колени, тот его начал вырубать. Я говорю, тихо, извините, остановитесь, все нормально, он, типа, мы просто разговариваем. Он говорит, сэр, извините, больше этого не повторите, не продолжайте. Все спокойно, отстань. Тот на землю сразу плакает. Ой, киевские номера оттуда. И морда тоже такая чисто киевская, блин. Уезжает на секундочку, 5-звездочный отель. И из пешеходной зоны. Нет, Ну, как бы. по-моему, можно. Если он парковался тут, то можно, да. Да. Ну, слышишь, Бэха, семерка, Алпайн, то что ты хочешь. Такая тачка стоит, как квартира в центре Варшавы, блин. Бомбалею можешь? Классно. Это пешеходная или не особо? Он для великов. Велоходная. Сразу слышишь, а тут все вокруг наши. Ну, кроме вот этого типа, что поет. Ну, тип явно откуда-то с юга. С Бессарабии. Я знаешь, чему был удивлен? Сакару. Сахар? Потому что, ну это ж, как их, узбеки или, да, азеры. И вот, например, в Германии, Здесь торговый офис. в Германии, в Чехии, в Австрии там не было. В Швейцарии все, заправки Сакар. Я такой, опа. Причем это не то, что там торговый офис.
Я вижу. Исключение. Ага. У тебя тут BP. Типа много-много. Угу. Вот Танин дружбан купается. Да. Идем посмотрим, что жарче. А, вот это уже остров, да? Ну, идем глянем. Приходил всегда писать фотографии. Ага. Телевизия какая-нибудь. Ну да. О, блин, Читаешь римский? как офигенно пахнет. Citoyen de Genève. Типа Citizen Женевы. Римский читаешь? А, блин, эти. М это 50, по-моему, М было. это 1000. Миллениум сейчас. Фиг его знает. Д это ДЦ? Это 500. ЦЦ Центурион. 1722. 1712. А, 12 точно. 1712. 1750, 78, 1778. 78. Ну, чувак долго жил по тем меркам. Вообще, как бы, такой мега-долгожитель японский. И вообще на Юлия Цезаря. Но он такой, типа, нештатный сотрудник. Стекла везде битва полная, по сути. Кто-кто? Босой. А, После нога. А, ты выпить нечего, это как я ага. Нам, походу, вот туда, вот мимо этого колеса обозрения. Тоже Нет, вообще нет. занятно ставить колесо обозрения внизу. При том, что там есть высота, блин. Тут просто центр всей активности. Жордан Англия, полный. Ага. Нет, старый город, вот он, вон видишь? Да-да-да, шпиль. От него вот отсюда самая короткая дорога. А, ну и зашибись. Тут в конце говорит: ой, это ж Пасха, я тебе дарю 2 банки. Шпум! Я написал об этом в общей группе на форуме. Ага. И чувак наш сотрудник тоже приехал туда, я это обставил, типа, о, смотри, вот был в этом магазине, Ага. Пасха дают. Короче, приезжает и говорит: а где тут бесплатная реклама? Я говорю: в смысле? И через 2 дня в понедельник говорит: Лео, я туда приехал, там говорят, что никакой это самое, не круто, нет, что за дела? Да. Вон, видишь, весь облепленный всякой. Ага. Вот такого типа налепки. А, ну это такие мощные налепки. Жесть. Жесть. Что же, если они все в одном месте купили? Ну, типа, блин, что, каждый городок, типа, покупал каждый городок, то это несерьезно, блин. С такими приколами всю машину могу облепить. Примерно так же. Потому что, ну, обычно покупают по странам, типа, там, ну, одна страна, одна налепка. Тогда в этом, ну, хоть какой-то смысл есть, там, 200 штук, там, плюс-минус, да, и все. Мотоцикл 200 штук не клеит. А тут, типа, все, блин, по городкам, но это не забавно. Или он решил все города Швейцарии объехать. Ну вот это вот театр. Ну, давай сейчас посмотрим. Вернее, театр, а концертный зал. Ага. Тут дофига идет. Кацапов выступает. О, Саша, сидел Слепаков. Андрей Макаревич. Сволочь. Я же рассказывал в Варшаве, как, типа, Скрябин должен был быть. Реклама, типа, Скрябин. В этот. Хрен найдешь, где купить билеты в этот клуб. Из оперы, типа, ты приходишь и на месте узнаешь, сколько ты должен заплатить. И потом смотрю комменты на эту всю тему. Девочка пишет, что, блин, типа, пришла на украинского исполнителя, который там в самом конце, а до этого вся кацапщина. Да, говорит, все типа русская попса, все, блин, ржут, смеются. О, вот это типа вообще интересно стал. На мотовеста. А что, так можно вообще? Чужинец. И это Ну, этот какой-то другой, типа. Этот европеец обычный, это француз. Он типа не понимает, что происходит. Наверное. Follow the track. Но. Ну, типа, говорится, вообще фигня, типа. Диджей отстой. И это, короче, мы, говорит, не дождались и ушли оттуда.
Не держалась за Скрябина? Да. Нет, то не про Скрябина было, то про кто-то другой приезжал. Я так комменты почитал, думаю, ага, типа, значит нет смысла даже пытаться. Типа, такое. Вряд ли Скрябина А? с какими-то пацанами представили. Не, они типа, походу фишка, знаешь, ну как, Скрябина на весь вечер заказать, наверное, у них селенок не хватило бы. Даже непонятно, кто там вместо Кузьмы. Но, кого-то писали, ну, блин. Подниматься надо довольно много. Ну что делать, блин, подниматься, то подниматься. Это уже ж старый город начинается. Надо зашибись. Надо вот эту только снять, чтобы не запариться в ней. Вот. Я, знаешь, так почитал, потому что там тоже как бы известные люди были, там какие-то известные украинские бенды. Соответственно, они просто русскую попсу лепят, чтобы разбавить, чтобы меньше платить. А на украинских тянут народ, чтобы народ пришел. Ну, в общем, такое. Я посмотрел, думаю, да ну нафиг. Даже узнавать не буду, сколько это может стоить. Даже пытаться не буду. Так, попереди дыхание. Это самый сложный подъем в горы. На пониженных передачах. Да, так спокойненько, не спеша. Это вот эти звездочный отель, понял? Ага, где этот Там с той стороны. Билл Клинтон останавливался. Блин, Клинтон. Отель Ле Армюр. Отель Les Arnoux. Нет, Les Arnoux. Потому что заканчивается несогласное. Значит, гласное, вернее, согласное и гласное не читается. Гласное не читается. Замечательный язык. Просто о! Так, ну туда заходить уже не будем вовнутрь, потому что там вообще нифига интересного. В том кощеле нету. Можно его обойти? Ну так, да, типа обойдем. Например. Не, ну обойдем там все, позырим. Просто про сам кощел там. Все серый камень, холодно и все, и лавочки. Протестантство? Как бы да, типа, ну. Вообще не на что смотреть внутри. Чем? Да, это руку вытягивала. Я тут уже так верещал. чувак. Да, пока поднялись, жарко стало. Международный комитет Круа-Руж. Круа-Руж, знаешь что? Красный крест. Круа-Руж. Да. Чувак, в принципе, придумал эту систему с красным крестом. Ага. Он был швейцарец, естественно. И как он эмблему Красного Креста придумал, он просто перевернул цвета Ну да. швейцарского флага. И все. Не белый на красном, а красный на И белом. все, что надо. Сейчас мы еще через Блин, кто сюда заходил? не паста сине. Нельзя машины парковать. Здесь. Ну, Значит, как бы, значит, кто-то выходит. Кто-то заходит, но, блин, то надо согнуться 3 раза. Каштаны пахнут. Угу. Направо. Там где? Или что-то сходит. Типа зыркнуть на фон. Да, можно зыркнуть на фон. Типа вниз не спускаться, а так просто. Ну какая невоспитанная. Иди сюда. Ай-яй-яй. Притом хрен поймешь по ее морде, она или старая, или молодая, настолько, что еще не понимать, что происходит. О, да. Да, фонтан аж сюда. Через облака пробивает. Да, реально так прикольно, типа ярус на терраске сделать. И вообще зашибись. Для людей. Да. Как у нас в парках наверху сделали, а дальше все, пошли нафиг. Чем там дальше сидеть? Да, собаке не нравится, что я сам. А, да-да-да. Вот такая. Порядок! Порядок!
Арбайтинг. Ну, Нотр-Дам даже нет. ну да. Я получаю наслаждение. Я думал, Он получает наслаждение от чего? Ты самое главное. я думал, французы с такими дебильными этими Скажи. прическами. А тут москали, что ли? Не, на нашем. Шокает. Шокает, да? Вот сюда вниз. Конечно, если вниз пройдем, то надо будет и потом вверх подниматься. Ну и бывает. Зато когда ты еще по этому посаду. Опа. Да, прямо так. Ну, как я говорил, спускаться сложнее, чем подниматься, по сути. Палас де Жустис. Дворец правосудия. Ага. Я сюда ходил отзывать свое заявление на арендодателя. Ага. Вот они офигели, конечно. Я только там взял квартиру, и сразу, хоп, иди сюда, я подаю на вас в суд Ага. за высокую аренду. Ну, потому что мне этот самый коллега подсказал. Ага. сволочь. Он потом, ты реально это сделал? Я вообще не имел в виду это, ты что? И они да. такие, знаешь, стоят, у меня там суд, типа, Ага. знаешь, там в среду. И проходят недели, там, Ага. все, никто к нам, как бы ко мне не звонит, не пристает. Я думаю, нет, ну как? И там фигня в том, что я подал, Ага. и они, арендодатели, должны доказать, Ага. что аренда невысокая. Ну да. Для этого они должны предоставить всю бухгалтерию, когда покупалась квартира, в этом случае весь дом. Да. Какие ремонты, какие все. А я что прикинул? Дом принадлежит одним и тем же чувакам, Ага. можем так называть. Идем сюда. Принадлежит одним чувакам, значит, покупали давно, Ну да. десятки лет назад. Значит, цена была низкая. Ну да. Значит, сюда. И в понедельник, то есть заседание в среду, Ага. а у меня никого, ни юриста, ни этого самого, ни переводчика, то есть я думаю так, а там какая фигня, да, то есть если бы они пошли в суд, Угу. а я бы не явился, да, я по-французски не говорю, никуда Ну да. нанимать не хочу, юристов столько. Ага. И думаю, ну все, ну, фигня. А они бы на меня навесили бы своих юристов, Да. понимаешь, и за неявку в суд и вообще вот такое. В понедельник звонят, говорят, так и так, Ага. да, Давай, чувак, короче, без этого. Что, какие-то проблемы там? Ага. Я говорю, нет, не, ну уже видели квартиру, Ага. посмотрели, значит, согласны перенесли. Я говорю, да у меня соседка какая-то сверху шибануть, так Ага. громко все, так вот оно столько денег не стоит. Ага. Вы меня типа обманули. Они говорят, так а что вы хотите? Я говорю, хочу справедливости, но конкретнее. Ну да. Я говорю, 500 баксов, типа с арендной квартиры, Ага. и я отзываю заявление. Мы перезвоним. Пум. Ага. Я потом чуваку, ну, там, прикиньте, мне позвонили, спрашиваю, что. Чувак говорит, соглашайся, даже если не перезвонят и скажут, нет, мы ничего тебе платить не будем, соглашайся, потому что там юридические эти издержки, Ага. если это все, не надо. Они мне перезвонят. Мы поговорили с собственником, он на секундочку в Нью-Йорке. Ну да. Вот. Он готов дать вам 200 баксов. Скидки. Угу. Я такой, класс, зашибись, спасибо, но нет. Я вам сказал, то есть мы все деловые люди, извините, у меня тут там куча встреч сейчас, Ага. поэтому давайте так, вы вышли ко мне там, как бы, с открытой душой, с Ага. какими-то предложениями, давайте, я сбрасываю это до 300, Ага. ну это take it or leave it. Ну да. Окей, все, перезвоните максимум через 10 минут, потому что мне нужно тогда звонить своему адвокату. Ну да. Я вспомнил, адвокат назвал, причем контору, Ага. это большая контора, из которой именно этими делами занимается. Я просто знаю название. Вот, и отозвать адвоката, потому что он уже как бы Ну да. документирует Он всё. уже там прямо лыжи доточит. Проходит 10 минут, звонит, букт. Ну да. Я забыл, то ли 300, то ли 400 баксов. Скостил. Я тогда и не думал, что я буду жить тут 6 лет в этой квартире, понимаешь? Ну, Как бля. все поменяется. Церковь, ты понял, да? Как? Да, вот православная. Москальская. Какие-то. Где бабы жрут прямо внутри. Потому что мужиков не осталось. Ну да.
Не, ну я не знаю, блин, жрать прямо в церкви, там пикник себе внутри устроить, Ну, это только как-то дело, оно выглядит перебор, вот блин. так. Одно дело в части, да, Ага. все такое. А вот когда ты конкретно сидишь, там куча вот этих вот разложенных пластиковых Да, тарелочек. да. В каждом кусок торта, потому что, судя по всему, все эти соленые закуски уже съели. Ну да. И наливают в пластиковые стаканчики же. Ну, как обычно, блин. Наливают С собой привезли живое откуда? вино. Ну, конечно. Откуда же еще их взять? Из-за упокой души наших мальчиков, блядь. Да, да, да. Нахуй те наши мальчики, блядь, пришли к нам в страну. Вот именно. А под этим мостом эти проститутки собираются. Гуляли. Ага, Как иногда смешно. по ночам. Что-то они вот зимой по вечерам, я помню, Ага. начальник это на машине домой привозил. Стоят страшные, как смерть. Вообще. Такой, конечно, вот что они там под крышей. Я ехал, и до хрена в Швейцарии дофига вот таких выступов на крышах перед окнами. Я так думал, нафиг надо. А потом до меня доперло. Сильный ветер. И вот таким макаром они, видимо, знаешь, делали так, что им в окна сильно не дуло. То есть оно выступает, ветер там начинает как-то закручиваться. И в общем-то... А не думаешь, что это что-то более реально типа дождя? Ну а почему туда у Типа этого солнце. нету? Вот смотри. У крыши на углу нету. Если дождь тут такой слабенький обычно, что там себе что-то моросит, да Так и моросит. ветер посуда не сильно. Ну, не знаю тогда. Кто знает. Ничего. Потому что он защищает от дождя еще и все остальные окна снизу. А если он под углом, то им, в общем-то, все. Секреты швейцарских архитекторов. Но это, знаешь, прямо так разительно было. В Лихтенштейне, по-моему, такого не было. Только въезжаешь в Швейцарию, прямо хопа, Ага. такая смена архитектуры. Такая, ну, довольно заметная. В Австрии 100 пудов такого не было. Оказалось бы, там разница 5 километров. Целый дом затянутый виноградом там или что оно такое. Да, но зимой он выглядит немножко мрачновато. Ну потому да. что в тех же Коричнево-серых этих. А вон, тут что, сирень, что ли? По запаху вроде похоже. Там на верхних этажах. Сейчас, сзади Нет, будет. нет. Не? Что оно такое-то? Точно не знаю. Ну да, что оно плетущееся какое-то. И цветочки какие-то сильно большие. А вот типа зимний вариант. Да, и вот он все здание выглядит именно так. Ага. Так, завтра рано утром буду от Лени выезжать. Вообще надо в дикую рань выехать, типа там 4:30 утра или в 5 утра, короче, как только более-менее рассветет. И смотрим, что там с погодой по маршруту. Смотрим на погоду. Значит, это где? Это как раз Женева, выезд. Выезд завтра, во вторник, где-то вот в этом диапазоне. Там, короче, переменная облачность нормально. Едем светло. Едем в сторону Метца во Франции. По дороге мы цепляем что-то типа вот этого Шарме. В Шарме тоже замечательно все выглядит. Где-то вот здесь мы там будем плюс-минус. И ориентировочно в Метце мы будем где-то вот здесь, вот вечерком. 19-20. Там где-то ищем, где поспать. И валим тоже как можно раньше. Вот, ну, конечно, 4-3 градуса вообще печально. Но хотя бы без дождя. Лучше 4 без дождя, чем, блин, 15 с дождем. Вот, и поехали себе. Едем. Потом где-то Маршен-Фамене, где-то вот там мы в середине дня. Тоже переменная облачность, все хорошо, дождя не намечается. И доезжаем до Кефа в среду где-то вот тут вечерком. Тоже должно быть нормально. Солнышко, просто замечательно. Тусим у Кефа вечерком. Выезжаем рано утром. Что-то мне подсказывает, что это рано утром, наверное, может даже сложиться с тем, как Света на работу выходит. И едем дальше. Там едем до Роттердама. До тети Зои, по сути, не так далеко. Так что это было? Это был четверг. В четверг мы выехали. В четверг мы в Роттердаме. Значит, четверг это где-то здесь. Короче, тут Роттердам тоже. Светит солнце, все прекрасно. Четверг, пятница, тусим у тети Зои. И где тут пятница? Сейчас это четверг пошел. Да, четверг. Вот пошла пятница. Все замечательно, но начинается вот эти вот... Поддаждивать начинается. Поэтому в субботу рано-рано утром, опять же там что-то 6-7 утра,
бегом валим, пока в 11 утра нас не накрывает опять дождь. Так, хорошо. Дальше мы перемещаемся в сторону Германии. Даме. Я уже не помню, где это счастье. Это Даме. Ну, короче, едем вот таким вот макаром. Хотел через Священноустье поехать, но там паромы, которых какой-то непонятный график. Одни паромы возят только локальных пассажиров, которые на местных номерах, другие еще что-то. Короче, я забил на это событие и поедем по прямой. Хотя обидно, там, ну, как бы, крюк всего 100 километров. Вообще, в принципе, ни о чем. Ладно, на чем мы там остановились? Что это за городок? Нет, цели это там, где мы будем, наверное, ночевать, скорее всего, Даме. Даме это где-то, короче, где-то вот тут, вот он, Даме. Где-то посередине как раз дневного перебега, который хотелось бы сделать. И это мы там в субботу днем. В субботу днем вроде как-то там что-то немножко дождь намечается, но вроде не особо. Поэтому, а дальше идет вон совсем неприятный дождь, который мы успешно проскакиваем в Даме. И приезжаем в цели вечерком в субботу. И валим рано-рано утром в воскресенье, потому что, как видно, здесь тоже начинается этот дождь. Как бы в воскресенье уже шансы маленькие, но понедельник, вторник, ну, то есть не то, что маленькие, в воскресенье будет что-то слабенькое, но понедельник, вторник прямо, ну, вообще конкретно, вообще полностью будет поливать, поэтому нам там в это время быть не надо. Значит, в воскресенье мы свалили из цели и едем мимо Берлина, который в воскресенье вроде довольно-таки солнечный, замечательно. Пробегаем мимо перед вот этим дождем в понедельник и вторник. И где-то там под Познанью в маленьком городишке зависаем. К сожалению, по ходу зависаем как раз уже под дождь. Хотя если это утренний дождь, то замечательно, приедем как раз после дождя. Погода по часам пока еще недоступна для этого интервала. Так, это воскресенье где-то там под Познанью. Спим до понедельника, где ожидаем нормальную погоду. Но во вторник опять. Вторник, среда опять дожди намечаются. Вот, и в понедельник оттуда бегом дуем в Варшаву. По дороге цепляем где-то немножко дождя в Кладаве. И по ходу уже подъезд к Варшаве намечается уже мокрым. Ну, если удастся в понедельник добраться до Варшавы, будет вообще замечательно, потому что завалиться в горячую ванну. И все. И замечательно. Также, кстати, был маршрут раньше вот такой вот по Голландии. Но как-то так с Леней поговорил. Леня говорит, что, в общем-то, там ничего так особо интересного нету. А вот по вот этим маркам, как там, например, музей походить, ну, реально вообще не ходится абсолютно. То есть ты приезжаешь на это, смотришь, думаешь, ходить, да ну его, и едешь дальше. Вот, поэтому тут особо по побережью не поедешь, как бы будешь что дорога кажется по побережью, но она далека, этого видно не будет вообще абсолютно. Вот, поэтому как бы Роттердама, там Гаагу вроде зацеплю по дороге. С головой хватит, чтобы посмотреть на Голландию. Вот здесь вот разве что вот этот мост, но опять же, из-за этого маленького моста делать крюк в 200 км тоже вообще ни разу не охота. Потому что вот убираем мост, убираем вот эти две точки, и сразу становится маршрут вместо 310 становится там что-то 100 с копейками километров. Вот такое. Ну и как бы, а если смотреть, что вот сюда прокладывать его вверх в Данию, но с такой погодой вообще ни разу не улыбается. Поэтому от тети Зои прямиком поедем домой.